День 1610. Алекс на связи. У меня уже больше сотни автоматизаций разных сделано в умном доме. Поэтому я сейчас начал вести справочник всех этих автоматизаций. Но на самом деле, конечно, его вести не очень удобно, потому что автоматизаций очень много разных. И бывают мелкие автоматизации, связанные просто с включением или выключением каким-то беспроводным пультом или беспроводным выключателем, или какие-то более сложные автоматизации, комплексные, которые задействуют много датчиков и много разных устройств. В основном автоматизации я делаю с помощью скриптов. Скрипты разрабатываю на Bash. Они у меня запускаются на сервере умного дома. Этот сервер умного дома у меня сделан на базе Raspberry Pi версии 4. Запуск этих скриптов выполняется разными способами. Есть выполнение по таймеру, есть выполнение по срабатыванию какого-нибудь датчика. Датчики, они у меня, по сути, всю информацию передают по MQTT. Установлен брокер MQTT, и, соответственно, есть скрипт, который слушает эти сообщения по MQTT и дальше выполняет разные скрипты. У меня сделаны разные правила на Bash. Это правила есть связанные с управлением термостатами, то есть это проверяется значение температуры и включается или выключается соответствующий термостат, который управляет либо теплым полом, либо дополнительным радиатором обогрева. Также есть управление музыкой, то есть эти скрипты обрабатывают у меня запуск плеера, определенного канала переключения, и управление светом в комнатах тоже сделано на Bash, то есть это включение по таймеру, по времени, по движению в разных комнатах света. Есть разные сценарии, которые переключают свет на разные режимы в зависимости от времени суток или освещенности в комнате. Или также я проверяю, какие конкретные выключатели включены, и тоже таким образом управляю общей освещенностью. Часть автоматизации у меня сделаны с помощью умного дома от Яндекса. Это довольно немного автоматизаций. На автоматизацию управляет функция рассвет на светильнике, то есть он включается по определенному времени, по таймеру, и постепенно добавляется яркость, и потом через некоторое время он выключается. Сейчас сделано через полчаса. Также есть включение музыки. Ну, это понятно, что в основном это связано с Яндекс.Музыкой, то есть запуск воспроизведения на колонке, остановка, выбор плейлиста. И также дополнительно есть некоторые сценарии, которые запускают выключение плеера, если я начинаю слушать на колонке. Есть несколько автоматизаций, которые я делал в Node-RED. В принципе, это интересная достаточно система автоматизации, то есть там визуально можно описывать разные сценарии, использовать разные датчики из разных систем. Он, в принципе, хорошо подключается и Home Assistant, и MQTT, но на самом деле все эти дополнительные модули, их очень много, они как-то работают с разной логикой, постоянно не хватает дополнительных компонентов для того, чтобы, например, сделать правила или какие-то другие аналогичные. То есть приходится что-то придумывать, и очень сложные схемы, особенно когда возникает необходимость учитывать какие-то задержки, проверять последнее время обновления параметра, то, конечно, это получается такая огромная схема, которую, во-первых, очень сложно потом понять, как она работает, и если какие-то сбои, то непонятно вообще, как ее перенастраивать. И поэтому я, в принципе, сделал так, что большая часть скриптов у меня это вызывается либо скрипт из Bash, то есть там соответствующе сделана команда, и он ее там с параметрами вызывает, и, соответственно, уже срабатывает на самом деле не Node-RED, а скрипт Bash. Или также, в принципе, MQTT, то есть делается какой-то запрос. Я могу, например,
не напрямую запрашивать из MQTT, а, например, с помощью скрипта получить какое-то значение с какими-то параметрами. То есть это получается гораздо удобнее, чем использовать встроенные функции интеграции Node-RED с другими системами. Также в Node-RED можно, по сути, на Java писать дополнительные функции разные. Там, на самом деле, используется немножко другой язык, у него специфический синтаксис. Но если какой-то функции нет или недостаточно, то можно, в принципе, сделать обработку. Там легко проверяются параметры входные. И то есть это может быть и JSON, и другие форматы входных параметров. И также и выдавать можно на выход тоже в разных форматах. Можно просто какой-то строкой, можно отдельное значение, можно тоже сформировать JSON и тоже на выход передавать. Но в целом я использую для экспериментов. В реальности, конечно, он работает достаточно быстро, претензий к этому нету. Но и интегрируется хорошо, и даже интеграция работает быстро. Но из-за сложности администрирования я, конечно, его решил не использовать. Может быть, когда-нибудь снова вернусь. Есть еще интеграции, которые сделаны в системе умного дома Home Assistant. Это в основном связано с обработкой Bluetooth и BLE. Потому что, в принципе, там удобно есть компоненты, которые либо поддерживают интеграцию с микроконтроллерами, в данном случае ESP32, либо поддерживают обработку Bluetooth адаптера, который установлен на самом сервере Raspberry. Поэтому это удобно, но там делается первичная обработка, то есть просто считывание. Дальше я проверяю какие-то основные параметры и делаю отправку по MQTT уже в систему умного дома свою и уже там обрабатываю дальше все эти значения. У меня так работают весы от Xiaomi по Bluetooth, которые подключаются. Так работает у меня определение фитнес-трекеров. И также работает у меня Bluetooth пульт от Elite, тоже через интеграцию через Home Assistant. В принципе, работает довольно быстро. Но, конечно, какие-то совсем быстрые операции, типа как увеличение громкости, то есть это по сути диммер от Elite. Если там крутить ручку, то, соответственно, будет увеличиваться значение или уменьшаться, и можно какое-то действие выполнять. Но если это делать через интеграцию, через сначала Home Assistant, потом передать в MQTT, то, конечно, это будет не мгновенно происходить, и иногда не очень удобно отслеживать, какое текущее значение, потому что нужно получить обратную связь от управляемого устройства. Например, если лампочка, то что уже на нем установилось значение, допустим, какое-то определенное, и если я дальше поворачиваю ручку, то будет еще добавляться там на сколько-то шагов дополнительно яркость увеличиваться, например, или уменьшаться. И часть сценариев у меня сделаны в OpenHub, но это совсем минимальное количество сценариев. Раньше я пытался много сценариев там написать, но при переходе с версии 2 на версию 3 пришлось менять все эти скрипты из-за разного синтаксиса. И, в принципе, я понял, что это не очень удобно, не очень надежно. И в итоге решил отказаться. И сейчас там только обрабатывается то, что связано с интеграцией через OpenHub. В данном случае это у меня либо то, что показывается просто через удаленный доступ к OpenHub, либо для интеграции с Яндексом используется OpenHub, и поэтому там есть некоторые скрипты, обрабатывающие эти правила, и эти датчики и устройства. Но еще дополнительно там сделана интеграция через приложение, которое определяет геолокацию, и тоже, соответственно, обработка идет первичная в OpenHub, а дальше все-таки это все передается в систему умного дома по MQTT и уже обрабатываю в своих скриптах.